Привет, друзья! Елена Ваенга – популярная российская поп-певица, автор более чем 800 песен, одна из ярких представительниц шоу-бизнеса, особо запомнившаяся слушателям песнями «Курю» и «Абсент». Артистка обрела популярность у слушателей благодаря своим неподдельным чувствам и искренности. Ваенгу не зря называют самой закрытой певицей. Она практически не дает интервью, а о своей жизни предпочитает рассказывать в своих песнях. Но для начала подписывайтесь на канал, не забывайте ставить лайк. А мы расскажем, как живет Елена Ваенга, сколько она зарабатывает и какой недвижимостью владеет. Елена Ваенга, настоящее имя Елена Владимировна Хрулева. Родилась 27 января 1977 года в Североморске Мурманской области. Ваенга – это название родного для Елены города Североморска до 18 апреля 1951 года, а также реки недалеко от него. Псевдоним придуман ее матерью. Мать Елены Ваенги по образованию химик, отец – инженер. Родители работали в поселке Вьюжный на судоремонтном заводе «Нерпа», который обслуживает атомные подводные лодки. С самого детства Елену воспитывали в строгости и приучали жить в соответствии с четким расписанием, составленным родителями. В то время строгий режим, ежедневные пробежки в 6 утра вне зависимости от погоды и в условиях крайнего севера, куча кружков и секций и наказания в виде внеочередного мытья посуды казались Елене настоящим издевательством. Сегодня она неустанно благодарит отца и мать за воспитание. Благодаря суровым детским будням у исполнительницы сформировался поистине стальной и даже в чем-то мужской характер. Первая песня была написана Еленой еще в 9 лет. А после она участвовала в конкурсах, поступила в музыкальное училище в Санкт-Петербурге, окончила его и стала студенткой Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии. Но институт она тогда не окончила, но диплом по специальности драматическое искусство она получит позже, когда узнает, что на кафедру театрального искусства в Балтийском институте набирает курс сам Петр Вельяминов. Еще в пору творческих метаний в жизни будущей звезды появится мужчина, который кардинально изменит все ее планы. Иван Иванович Матвиенко появился в жизни Елены совершенно случайно. Он увидел ее голосующей на одной из улиц Питера. Красивый цыган на черном кабриолете и молоденькая Елена Хрулева сразу понравились друг другу. Случайное знакомство быстро переросло в роман. Иван Матвиенко был человеком небедным, занимался поставкой машин из Германии. Когда они стали жить вместе, Елене было 18 лет, а Ивану уже 37. И хоть они не были расписаны официально, Ивана Ивановича Елена Ваенга считает своим первым мужем. Правда, в отношениях с ним было все не так гладко. Сначала Иван 3 года не знакомился с родными Елены, после тянул с предложением. А когда он все же позвал певицу замуж, она вдруг отказалась. Как говорит сама Елена, она просто из вредности не захотела идти в ЗАГС. Раньше она очень хотела стать женой Ивана, а он в то время ее не звал. И все же Иван Матвиенко сыграл судьбоносную роль в ее жизни. Это он, когда-то услышав, как поет Елена, сказал: «Это должны слышать люди». А потом посвятил продвижению певицы много лет. Он даже продал собственную квартиру в Санкт-Петербурге только для того, чтобы записать первый альбом Елены Ваенги. Даже когда у нее самой опускались руки и уже не хотелось ничего делать, он продолжал в нее верить. Иван Иванович стал для Елены не просто мужем и продюсером, а почти отцом, заботливым и добрым, все ей позволяющим и готовым постоянно баловать. Кстати, продюсером Иван Матвиенко остается и сейчас, когда они давно уже не живут вместе. Как говорит Елена Ваенга, он всегда будет для нее близким и родным человеком. Из всех своих гонораров она половину отдает ему. К слову, гонорар за одно выступление или корпоратив Ваенги составляет 1 800 000 рублей. Это ее решение и ее собственный выбор. Когда-то он вложил в нее все, что имел, а потому, как считает певица, имеет право на половину ее доходов. Елена Ваенга посвятила Ивану Матвиенко множество трогательных песен. В них все о нем и о нем, об их любви и разлуке. Надо только услышать слова и музыку, которая идет из самого сердца. Решение о расставании далось исполнительнице непросто. Главной причиной этого она называет невозможность иметь совместных детей. Если же кто-то пытается углубиться в эту тему, певица категорично отрезает. Это очень личное. Однажды, когда Ваенга была в монастыре, молясь о даровании здоровья сестре, которая тогда боролась с онкологическим заболеванием, Елена вдруг попросила, чтобы Бог дал ей мужа. Чтоб он хотя бы в автобусе к ней подошел.
В автобусе, в котором вся группа ехала на гастроли, к ней действительно подошел Роман Садырбаев, музыкант из ее коллектива. Он просто видел, в каком Елена находится состоянии, и жалел ее. А после, уже в гостинице, он помог ей вымыть голову и расчесать волосы, потому что измученная исполнительница в то время плакала все время, когда не стояла на сцене. После этого Елена встретила Романа за завтраком и сказала: «Моя бабушка говорила, если мужчина расчешет женщине волосы, то он непременно на ней женится». Роман тогда только хмыкнул. У него и так было на ком жениться. Но женился в результате он именно на Елене. В ночь с пятницы на субботу, 10 августа 2012 года, Елена Ваенга впервые стала мамой. В родильном доме номер 16 Санкт-Петербурга артистка родила мальчика, которого назвали Иваном. Отца своего ребенка она долго скрывала. Только в августе 2016-го певица признала, что родила сына от барабанщика Романа Садырбаева. Сейчас Елена и Роман вместе воспитывают сына Ивана. Именно сын стал самым главным мужчиной в ее жизни, ее счастьем и ее надеждой. Правда, певица считает, что могла бы стать матерью как минимум 5 детей, но не случилось. И поэтому она благодарит Бога уже за то, что у нее есть Иван. Особняк Ваенги под Питером – это вовсе не элитное строение, а настоящее фамильное гнездо, которое досталось Елене в наследство от дедушки. Усадьба расположена в поселке Кузьмолово. Ваенга решила перестроить дачу и построила просторный 3-этажный особняк. В доме есть большая терраса, где певица любит посидеть по вечерам в компании с родителями, мужем и сыном. Недалеко от дома есть собственный пруд. На участке Елена разбила большой огород и сад. Она постоянно радует близких людей разносолами и домашними блюдами. Все овощи и фрукты свежие из собственного участка. Ваенга не любит надолго уезжать из дома и оставлять хозяйство без присмотра. Недавно сын попросил завести курочек. Елена с мужем оборудовали специальное место и купили несколько кур и петуха. Теперь на столе певицы еще и свежие яйца добавились. Все проекты на участке внутри особняка сделаны по ее эскизам. При оформлении внутреннего пространства Елена отдала предпочтение стилю лофт. В этом же дизайне оформила и любимую кухню. Отделано помещение в сером цвете, но комната при этом не выглядит не скучно. На 1-м этаже есть помещение, в котором Ваенга занимается творчеством. Установлен большой рояль белого цвета. Именно за ним певица проводит зимние вечера и сочиняет новые песни, которыми радует своих поклонников. У певицы большая домашняя библиотека, где расположилась внушительная коллекция книжных изданий. Ваенга часто фотографируется в своей гардеробной и ванной комнате. Оба помещения просторные и впечатляют своей отделкой, продуманной до мелочей. Гардеробная комната вместила в себя все наряды певицы, как для повседневной жизни, так и концертов. Впечатляет и огромного размера подвал в доме Ваенги. В нем она хранит урожай и консервацию, которую сама и делает. Угощает многочисленных гостей, которых любит приглашать на воскресные обеды и праздники. На 2-м этаже разместили детскую, спальню, гостиную и несколько гостевых комнат. Особой гордостью хозяйки стала настоящая русская банька и бассейн, выложенный кафелем в бело-сине-голубом цвете. Для завтраков и встреч гостей оборудовали просторную террасу, с которой просматривается весь утопающий в зелени дачный поселок. А главный элемент участка – колодец из сруба, оформленный в русском стиле. Елена Ваенга владеет элитной 3-комнатной квартирой в знаменитом доходном доме графа Михаила Толстого в Санкт-Петербурге. Обустраивали жилище друзья певицы, которые являются дизайнерами. Елена говорит, что предпочитает лаконичный дизайн с четкими линиями, поэтому ее питерская квартира оформлена в стиле хай-тек. Гостиной завладели строгие черно-белые тона. Строгость пространства разбавлена нестандартными пестрыми деталями. Личный кабинет певицы украшают рисунки профессиональных художников. Карта Питера, карта мира и Баренцево море. В гостиной располагается дорогая мебель с черной кожаной обивкой. На стенах красуются картины современных художников. В них прослеживается двойной смысл. На кухне располагается гарнитур с черным глянцевым покрытием. Техника, а также стол, стулья и шторы изготовлены в этом же цвете. С ними контрастируют потолок, пол и стены, они светлые. Дополняет интерьер неординарная космическая люстра. Большие металлические кольца с мини-лампами по периметру. Удивительно, но Елена Ваенга не считает себя ни звездой, ни настоящей певицей. Она многих считает умнее, талантливее и значимее себя самой. Ее называют одной из самых успешных российских исполнительниц, а она до сих пор не может осознать, что это все о ней. И благодарит тех людей, которые в нее верили и вкладывали в нее свои знания, свою мудрость, свою любовь. Родителей, бабушку, Ивана Ивановича,
и актера Петра Вельяминова, научившего ее быть на сцене самой собой. Гонорар какой публичной личности вы хотите узнать? Свои пожелания оставляйте в комментариях. Переходите на другие ролики нашего канала, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик. До скорых встреч. Пока.